Эта зима для меня была по-настоящему необычной. Солнце, пальмы, песок, чайки. Да нет же! Холод, слякоть, лед, мороз и моноколесо. Позапрошлую зиму я лишь изредка брал моноколесо с собой, но может быть 1 или 2 раза в неделю. Прошлую зиму уже каждый мой второй выход был с ним. И этой зимой я практически никогда не выходил без моноколеса. Мы были настолько неразлучны, что я практически перестал пользоваться автомобилем. И уже прямо сейчас в этом выпуске я вам расскажу, как прошел мой зимний сезон, какие падения были, какие выводы я из этого сделал, а также уделю внимание тем моментам, которые я забыл проговорить в выпуске про особенности зимней эксплуатации. Поехали! В ролике про подготовку моноколеса к зиме я выразился не совсем корректно, когда говорил про наждачку на педалях. Все дело в том, что, наверное, ни на одно другое покрытие так не налипает снег, как на поверхность с наждачкой. И отколупать этот снег порой задача непростая. Поэтому, если вы знаете какой-то секрет стряхивания снега с подошвы, то наждачка не будет лишней. В противном случае на зиму ее вполне можно снять. Конечно же, все это при наличии шипов на педалях. Также обещал показать, что будет с краской на педалях Gextec. Чудо не произошло, где-то она стерлась. Поэтому, если вы переживаете за каждую царапинку, возможно, стоит рассмотреть вариант без покраски. В остальном я в восторге и считаю эти педали лучшим приобретением и апгрейдом номер 1 для моноколеса. Следующее, о чем хотелось бы рассказать, это брызговик. В летний период он служит для предотвращения попадания брызг на спину райдера. И этой осенью я его случайно оторвал. Поэтому в срочном порядке заколхозил временный брызговик из упаковки от колонки SoundGear. К моему удивлению, он отработал на ура. Так что я с ним проездил всю зиму и заменил только сейчас, делая этот выпуск. Кстати, сам брызговик я вырезаю из мотоциклетного. Заказываю на AliExpress, ссылочка в описании. Но затронул я эту тему не просто так. Зимой у брызговика может появляться еще одна функция – минимизировать количество снега, которое попадает в арку моноколеса. Поэтому на зимний период я обычно регулирую брызговик, прижимая его ближе к покрышке. Также есть идея на зимний период приклеивать щеточку или резинку на внутреннюю поверхность брызговика. Пока что это лишь фантазия, но вполне возможно, что к следующей зиме я это реализую. Возможно, кого-то удивит, что я так сильно этим заморачиваюсь. Но ведь это банально потому, что забившийся в арку снег может заблокировать мотор-колесо. И об этом я уже рассказывал в выпуске про зимнюю эксплуатацию. Но есть и еще одна причина. Все дело в том, что не всегда есть возможность дать колесу оттаять полностью. Часто приходится брать колесо через час-полтора после того, как занес тепло. Подтаявший в это время снег на морозе быстро обледеневает и иногда вываливается из арки в виде ледышек. Гипотетически они могут и контроллер выдавить, и, что возможно еще хуже, колесо застопорить. И если последнего не случалось, то сорванную резьбу на винтах крепления контроллера я уже чинил. На этом техническую часть можно закончить, переходим непосредственно к эксплуатации. Как я уже сказал, этой зимой я практически полностью перешел с автомобиля на моноколесо. Очевидно, что это вынуждает ездить в любых условиях. Если первую половину зимы снег в Нижнем Новгороде хоть как-то убирали, то к концу года явно притомились. Принято говорить, что коммунальные службы перестали справляться, но я не видел ни людей, ни техники, которые хотя бы пытались это сделать. Также хочу отметить, что колесо слабо пригодно для снега толщиной более 10-15 см. Кроме того, при езде по снегу колесо приходится намного сложнее. Поэтому по возможности стоит держать колесо на максимальном заряде. И всегда помни, что продавить его зимой намного проще. И случается это даже на небольшой скорости. Ну и конечно же, воздействовать на колесо зимой приходится значительно интенсивнее. И в этом помогают подушки. О них, как я и обещал, мы еще поговорим в следующих выпусках.
Езда на моноколесе при любых погодных условиях позволяет довольно ощутимо наращивать свой скилл. И если раньше в случае любой неуверенной ситуации я предпочитал перестраховаться и спешиться, то в этом году псевдобезопасность меня порядком задолбала, и я чаще стал пытаться удержаться на моноколесе до последнего. И тут моим самым большим союзником была зимняя липучка CST-507. Порой она реально творила чудеса, хотя и неприятные сюрпризы, признаться, тоже случались. По итогу могу сказать, что я рад, что установил именно зимнюю покрышку, ибо она не каменеет на морозе, поэтому мне хочется верить, что она не раз спасала меня от падений. И, кстати, о падениях. К сожалению, я не могу побаловать вас широким арсеналом видео с моими падениями. Ну, все дело в том, что я, в принципе, не особо люблю ехать и снимать себя на видео, и, кроме того, зимой камера промерзает очень быстро, у нее фактически сразу разряжается аккумулятор, и она выключается. Ну и, кроме того, самих падений этой зимой было совсем немного. Если не считать случаи, когда просто выбросил колесо и пробежался, поднял и поехал, то всего падений, может быть, было 5-6. Из них, наверное, 2-3 это падение, когда просто встал, отряхнулся и поехал, и вызваны они, как правило, тем, что сам виноват, поехал туда, куда ехать. Очевидно, может быть, не надо было. Все равно все время проверяешь колесо на его способности. А вот о 3 остальных падениях я расскажу отдельно. Вполне возможно, что они помогут сделать вам те выводы, которые сделал я, и эти выводы вполне возможно пригодятся вам, чтобы избежать подобных ошибок. Первый случай самый банальный и позорный. Я только поставил подушки с упорами, ехал, игрался, спрыгивал с бордюров, подпрыгивал на льду, проверяя устойчивость колеса, и заметил, что толпа людей на остановке восторженно за мной наблюдает. По пути был небольшой сугроб, который я в обычной ситуации бы просто объехал. Но подстрекаемый вниманием зевак, я решил взять его на абордаж. В итоге колесо осталось в сугробе, а я вместо него покатился дальше. Отделался легкими ушибами и заслуженной неловкостью перед зрителями. В общем, выводы тут стары как мир. Не стоит выпендриваться. Второе падение было чисто техническое. Куда-то торопился и попытался заехать под небольшим углом на бордюр. В итоге колесо вылетело, а я полетел немного в сторону, коленом на острый угол. К моему великому счастью, отделался легким ушибом только потому, что была защита. Выводов тут несколько. Во-первых, самое очевидное, любые препятствия стоит штурмовать лишь под прямым углом, а зимой-то и подавно. Во-вторых, как бы ты ни спешил, не стоит пренебрегать безопасностью. В-третьих, защита коленей зимой – обязательный атрибут. Ну и в-четвертых, стоит более тщательно оценивать покрытие и рельеф в зимнее время. Если нет уверенности, что заедешь, возможно, проще опустить одну ногу на землю, закатить колесо, оттолкнуться и спокойно поехать дальше по своим делам. Ну и третье падение было, пожалуй, самым фееричным. Есть у меня одна слабость. Люблю купить кофе, взять какие-нибудь снеки и ехать на моноколесе по пешеходной улице, неспешно уминая свою добычу. Наверное, многие справедливо посчитают такое поведение невоспитанным или бескультурным. Но в такие минуты мир вокруг как будто останавливается, а я ощущаю себя за столиком какого-то прекрасного уличного ресторана с шикарным видом. Впрочем, в тот день ресторан не был шикарным. В одной руке у меня был пакет, в котором лежали салфетки, коробка с куриными крылышками и, по-моему, соус. А другой я неспешно уменьшал количество крылышек в коробке, параллельно истребляя свой голод. Обогнав неторопливую красотку с пышной прической, я только засунул руку за очередным кусочком, как вдруг почувствовал, что теряю колесо. Истерично взмахнув руками в попытках удержать равновесие, я окончательно распрощался со своей трапезой. Из пакета вылетели салфетки и коробка, из которой фейерверком повылетали кусочки курицы. Приземлился я первым, осыпаемый реквизитом всего этого салюта. В итоге заработал ушиб плечевого сустава. И выводов я сделал достаточно. Во-первых, колесо легко преодолевает множество препятствий зимой, но пасует даже перед небольшой колейностью. Оно слабо пригодно для езды вдоль склона, поэтому никогда не стоит расслабляться. Во-вторых, никогда не знаешь, в какую сторону может вынести колесо и на какую ногу придется соскочить. Поэтому важно уметь инстинктивно соскакивать на любую ногу. В этом поможет отработка навыка старта и исхода с колеса с любой ноги, а также совершенствование езды как на правой, так и на левой ноге. По итогу могу сказать, что за эту зиму я получил массу положительных эмоций от езды на моноколесе. И да, это оказался неожиданно крайне практичный транспорт.
И когда я слышу удивленные вопросы прохожих, да как ты на нем вообще едешь, мне уже иногда начинает хотеться спросить, а как вы вообще здесь ходите? Ну а сейчас солнце делает все, чтобы освободить асфальт от снега, так что скоро начнется новый прекрасный сезон, который подарит массу новых эмоций всем юкерам. Анатолий, чертово колесо, до скорого! Please keep going.